Охота на мамонта. Как люди без металла и доспехов побеждали самых крупных наземных животных планеты. Мамонт. Он был выше 2 человек, весил больше любой лодки. Его клыки могли пробить грудную клетку одним движением. Мамонт не был глупым зверем. Он чувствовал запах людей, слышал шаги, запоминал опасные места. В одиночку человек против него не имел шансов, но охота никогда не была поединком. Люди выходили группой. Они изучали тропы, следы и направление ветра. Ждали слабого, молодого, старого, раненого. Или выбирали место, где сила зверя теряла смысл. Обрыв, топкое болото, глубокий снег. Дерево, камень и примитивное копье. Но их было много, и за каждым стоял расчет. Охота начиналась задолго до первого удара. Криками, движением, страхом. Мамонта гнали, лишали спокойствия, заставляли ошибаться. Когда зверь падал или застревал, начинался самый опасный момент. Подойти близко означало рискнуть всем, но отступать было нельзя. Это была охота на грани гибели. Не ради славы. Ради еды, тепла, выживания всей группы. Мясо кормило людей несколько месяцев. Кости становились инструментами и каркасами жилищ. Шкура защищала от холода. Мамонт был не трофеем. Он был ценой жизни. Побеждали не самые сильные. Побеждали те, кто умел действовать вместе. Схватка с пещерным медведем. Пещера была домом. Для человека – укрытием. Для медведя – территорией. Пещерный медведь был не просто крупным зверем. Он весил до тонны. Стоя на задних лапах, был выше человека в 2 раза. Его когти рвали плоть, как кору на дереве. Человек не охотился на него по своей воле. Такие схватки начинались случайно, когда люди входили в пещеру зимой, не зная, что она уже занята. В темноте не было места тактике. Копье нельзя было метнуть далеко. Огонь – единственная граница. Медведь не боялся человека. Он защищал пространство, где спал, где выживал холод. Следы на костях показывают, что раны были тяжелыми, но многие заживали. Это значит, что люди возвращались после таких столкновений и выживали. Иногда медведя удавалось загнать дымом. Иногда отпугнуть огнем и криками. Редко убить, рискуя жизнью каждого. Это не была охота, это была борьба за место. Человек входил в пещеру не как хозяин. Он становился им только если выживал. Саблезубый тигр против человека. Он не гнался долго, он ждал. Саблезубый тигр был создан для засады. Мощные передние лапы, гибкое тело и клыки, длиннее человеческой ладони. Один точный прыжок, и жертва падала. Человек в одиночку был для него легкой добычей. Без скорости, без защиты. Ошибся, и шанса на второй шаг не было. Но человек редко был один. Люди учились читать местность. Замечать тишину, странное движение травы, следы на земле. Они держались группой, не поворачивались спиной, не убегали. Огонь стал границей, которую тигр не любил пересекать. Крики, факелы, движения – все это ломало стратегию засады. Саблезубый тигр был идеальным хищником против одиночек, но человек стал опасным, когда перестал быть одиночкой. В этой схватке не было конкретного победителя. Иногда выигрывал зверь, иногда люди. Но со временем баланс сместился. Не за счет силы, за счет памяти, координации и страха, который впервые испытал хищник. Вопрос был не в том, кто охотник, а в том, кто умеет учиться. Битва за пещеру. Пещера была редкостью. Теплая, сухая, защищенная от ветра и хищников. В холодном мире она значила больше, чем оружие, но человек был не единственным, кто это понимал.
Гиены приходили за костями. Их стаи были шумными, настойчивыми, без страха. Они не нападали первыми, но возвращались снова и снова, проверяя границы. Медведи приходили за тишиной. Зимой пещера была местом сна, и тот, кто тревожил ее, становился врагом. Люди приходили за домом, за местом, где можно развести огонь, спрятать детей, переждать холод. Ни одна из сторон не могла жить в пещере постоянно. Следы в отложениях показывают. Сначала в пещере жили гиены, потом их выгнали медведи, а потом место занял человек. И снова по кругу. Люди отвечали огнем, дымом и присутствием. Гиены – числом и терпением. Медведи – силой и правом хозяина. Это была не война. То была конкуренция за пространство. Выживали те, кто умел ждать, возвращаться и приспосабливаться. Пещера не выбирала сильнейшего. Она оставалась тому, кто удерживал ее дольше. Охота без права на ошибку. Они выходили за добычей, понимая простую вещь. Ошибок не будет. Охота в каменном веке не была схваткой героя и зверя. Это была коллективная операция, где каждая роль имела цену жизни. Один неверный шаг, и раненый зверь атаковал. Одно неудачное копье, и человек оказывался слишком близко. Крупная добыча не убегала сразу. Она била, ломала кости, топтала тех, кто споткнулся или отстал. Если падал один, группа теряла охотника. Если ломал ногу другой, группа теряла скорость. А значит, терялся шанс пережить зиму. Поэтому охота начиналась с расчета. Выбирали место, направление ветра, путь отхода, слабых ставили позади, опытных впереди. Каждый знал свое место. Не по приказу, по опыту. Они не могли позволить себе азарт, не могли рисковать ради удачи. Охота была холодной, сдержанной, выверенной. Выживание группы зависело от точности. И поэтому самая важная способность людей была не сила, а умение не ошибаться. Копье против клыков. Человек не имел когтей и клыков. Не было клыков, не было брони, но у него появилось копье. Простое древко с заостренным концом изменило все. Оно дало дистанцию, а дистанция – это жизнь. Клыки работают вблизи. Копье. Оно останавливало атаку до того, как зверь мог ударить. Даже самое примитивное копье превращало человека из добычи в противника. Не сильнее, но опаснее. Копье не требовало точных бросков. Им можно было колоть, удерживать, отталкивать. Несколько копий создавали стену, которую хищник не хотел проверять. Охота стала командной. Один отвлекает, другой наносит удар, третий прикрывает. Клыки не эволюционируют за одно поколение, а копье совершенствуется. Его можно было улучшать, передавать, учить других. С каждым поколением оно становилось длиннее, прочнее, опаснее. Баланс сил сместился не в сторону мышц, а в сторону разума и координации. Копье не сделало человека сильным, оно сделало его неприступным. Засады каменного века. Когда интеллект стал главным оружием, сила решала недолго. Скорость еще меньше. Побеждал тот, кто думал раньше. Люди каменного века не бросались в лобовую атаку. Они ждали, выбирали место, знали тропы. И повадки зверя лучше, чем сам зверь. Ловушки вокруг себя, овраги, узкие проходы, берега рек. Там, где хищник терял преимущество, человек начинал бой. Камни летели сверху, а копьями били с флангов. Паника делала остальное. Засада не требовала силы, она требовала памяти, терпения и согласия действовать вместе. Интеллект стал оружием, которое нельзя было сломать клыками. Коллектив против силы. Почему одиночки не выживали? Один человек – легкая добыча, даже вооруженный. Группа – уже угроза. Пока зверь выбирал цель, он ошибался. Пока атаковал одного, получал удар от другого. Коллектив распределял риск. Раненый не погибал сразу. Уставший отступал.
В одиночку нельзя было охотиться на крупных животных. Нельзя было защищать детей. Нельзя было удерживать территорию. Коллектив – это не толпа. Это роли, сигналы, доверие. Сила принадлежала мышцам, выживание – группе. Именно поэтому человек стал доминирующим видом. Не потому, что был сильнее, а потому, что никогда не был один. Если смотреть хищнику в глаза, что происходило с человеком за секунды до атаки. В этот момент не было мыслей, только тело. Зрение сужалось. Мир становился узким коридором между тобой и зверем. Сердце билось так, будто хотело вырваться. Дыхание сбивалось, но слух обострялся. Хруст травы, рывок лап, резкий вдох хищника. Страх не парализовал сразу, он ускорял. Тело вспоминало то, чему его учили тысячи поколений. Замереть, отступить, ударить или бежать. Взгляд был сигналом. Опустить глаза значило стать добычей. Смотреть прямо означало рискнуть всем. В эти секунды решалось не только, кто выживет. Решалось, останется ли человек охотником или снова станет частью меню. Тишина. Высокая трава колышется от ветра. Человек чувствует это раньше, чем видит. Он не один. Тысячи поколений до него знали лишь одно правило. Если появился хищник, беги. Но однажды это правило перестало работать. Когда бег стал приговором для большинства крупных хищников каменного века, человек был странной добычей. Он не быстрый, без клыков, без когтей. Но у него был фатальный недостаток – он уставал. Пещерный лев бежал быстрее. Волк – дольше. Гиена – терпеливее. Бегство почти всегда заканчивалось одинаково. Падение, паника, удар в спину или шею. Те, кто выжил, сделали страшный вывод. Спина – самое уязвимое место человека. Момент перелома. Однажды кто-то не побежал, не потому что был смелым, а потому что не мог бежать. Раненая нога, ребенок рядом, обрыв за спиной. Человек остановился и сделал невозможное для добычи, повернулся к хищнику лицом. Взгляд, который ломает атаку. Для хищника атака – это сценарий. Бегущая цель, паника, уязвимость. Но когда добыча смотрит прямо в глаза, сценарий рушится. Хищник видит прямую стойку, поднятые руки или копье, громкий звук, крик. Это не похоже на жертву, это похоже на проблему. Почему хищник иногда отступал? Хищники каменного века не были монстрами, они были прагматиками. Любая травма – это смертный приговор. Сломанный клык – это голод, а поврежденная лапа – это смерть. Если цель не убегает, демонстрирует размер или смотрит в глаза, то атака становится невыгодной. Иногда впервые хищник отворачивал. Рождение новой тактики. Из этого момента родились правила, которые спасали жизни. Не беги сразу, удерживай зрительный контакт. Увеличь силуэт. Кричи, бросай предметы, держи острие копья или ножа между собой и зверем. Это уже не инстинкт добычи, это поведение противника. Но ошибка стоила жизни. Разворот работал не всегда, если зверь был голоден. Если это была засада, если хищник уже начал прыжок. Одна неверная пауза, и человек погибал. Выживали несмелые, выживали те, кто чувствовал момент. Наследие этого выбора. Сегодня это все еще с нами. Инструкции при встрече с медведем, тигром, львом звучат странно похоже. Не беги, смотри, удерживай позицию. Это знание не придумано, оно выстрадано. Первый человек, который остановился и повернулся к хищнику, возможно, дрожал от ужаса. Но именно он понял главное. Иногда, чтобы выжить, нужно перестать быть добычей хотя бы на несколько секунд.
Огонь – это оружие, которое боятся не все хищники. Ночь. За пределами света – движение. Там, где кончается пламя, начинается чужая территория. Человек держит в руках огонь. Впервые в истории у него есть оружие, которое видно издалека. Но это еще не победа. Почему огонь работал? Для большинства животных огонь противоестественен. Резкий свет, запах дыма, непредсказуемое движение. Он ломает инстинкты и скрывает расстояние. Он делает человека больше и громче. Для многих хищников этого было достаточно, чтобы не подходить. Те, кто не боялся пламени. Некоторые хищники учились не бояться огня. Пещерные львы сталкивались с огнем поколениями. Они наблюдали из темноты и ждали, когда пламя ослабнет. Гиены не паниковали и обходили свет. Они даже крали добычу на границе костра. Волки держались на расстоянии и проверяли реакцию человека. Они привыкали к дыму. Огонь пугал, но не останавливал навсегда. Самая опасная ошибка. Человек начал доверять огню слишком сильно. Костер догорает и может погаснуть от ветра. Дров иногда не хватает. В этот момент группа расслаблялась, и именно тогда происходили нападения. Хищник ждал не пламя, он ждал ошибку. Огонь как психологическое оружие. Настоящая сила огня была не в жаре. Свет – это контроль пространства. Дым – это сокрытие запахов. Искры – непредсказуемость. Человек впервые начал формировать зону безопасности, а не просто защищаться. Но эта зона была хрупкой. Известны сценарии, где огонь не спасал. Это засада с подветренной стороны, очень голодный хищник или защита детенышей. В этих случаях зверь шел сквозь пламя. И тогда человек понимал страшное. Огонь не щит, он лишь время. Даже сегодня туристы жмутся к огню ночью. Человек боится темноты за пределами света. Хищники изучают границы лагерей. Мы все еще живем по правилам костра. Огонь не сделал человека хозяином мира. Он сделал его видимым. Пламя говорило хищнику: «Я здесь». Но самые опасные слышали в этом другое: «Я устал. Я жду рассвета». После просмотра этого видео не забудьте поставить палец вверх и оставить комментарий. Подписывайтесь на канал и жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео от канала «Реальное нереальное».